сделал тест на эту кинопленку. Ну, там маленький кусочек. Значит, напомню, кинопленка у нас до 1986 обработать надо было. Протестировал, живая она или нет. Для чистоты эксперимента я ее смотал с бобины одной на другую для того, чтобы начать снимать с внутренних витков, где меньше всего воздух попадал. Поэтому здесь у нас как бы конец пленки, на самом деле я с него начал. По номиналу в 25 ISO у нас выходит сильно темный, то есть снимал здесь эту пленку на зелени, на зеленой траве. Тут зеленой травы практически не видно. Тут уже +1, видно все. То есть через сканер, если пробить, то да, даже на проекторе, я думаю, будет хорошо видно. Здесь видны и желтенькие цветочки, и трава зеленая. Конечно, общий контраст здесь уже утерян. И периодически идут вот такие вот у нас, видимо, что-то все-таки влияло, потому что вот с периодичностью идут такие вот дефекты. Неравномерность такая, ну, что поделаешь. Здесь вообще сильно. Возможно, это засветка, кто-то ее вскрывал когда-то и попали с внутренних виточков, попали от самого края, где была заряжена кассета, свет проникал и засвечивал вот так вот, таким способом вот эти кусочки. Возможно и такое. Один стоп я уже сказал. 2 стопа плюс. Это у нас уже идет как 6 ISO. На грани уже белые пересвечиваются, желтые там, ну, такое. Как бы еще возможно, но уже на грани. 3 уже многовато. Вот +3. Здесь уже многовато, конечно, света. Поэтому мой вывод — это между 12 и 6. Ну, можно снимать как 10 ISO эту кинопленку. Цвета здесь есть. Конечно, я немножечко там при проявке я внес свои коррективы в несколько растворов, потому что иначе она была бы немножко другая. Хуже результат был бы, если бы проявлял обычным способом по процессу 9165 оровским. Ну, немножко я там вмешался, поэтому я считаю, что с этой пленки больше вытянуть невозможно, потому контраст тут предельный уже, слабенький, но есть. То есть и цвета есть. Если при правильном сканировании можно добиться красивой картинки. Использовал я Красногорск 3 с объективом Helio 44. Это самая первая модель. Тут есть возможность переключать допустим, мы замерили, что у нас какая-то диафрагма там, да, но чтобы навестись на фокус, нам надо открыть диафрагму полностью. Чтобы потом не отвлекаться сильно, просто вот рычажочек переключаю, все. Лепестки закрываются до нужной диафрагмы, которую мы снимаем. Мы снимаем и дальше, если надо перефокусироваться, открываем, перефокусировались, закрыли диафрагму до нужной и снимаем дальше. Так она выглядит на просвет. +1 стоп
Самый лучший результат, мне кажется. Здесь по цветам хорошо. Плюс 2 многовато, плюс 3 совсем много. Ну, а по номиналу маловато, совсем маловато.